по легенде, есть город Мецхета, первая столица Грузии. И когда царь Грузии охотился здесь, на землях Тбилиси, то он подстрелил фазана, и этот фазан упал в какие-то там серные штуки, не помню, как это называется, горячие источники. И он там сварился. И история умалчивает, то ли этот фазан был успешно съеден, то ли что. Но, в общем, на месте этих серных источников царю так понравилось, что он велел перенести сюда столицу, Тбилиси, и построить на месте этих горячих источников серные бани. Сейчас они называются Абату-бани. Вот так столица Грузии перекочевала с Мецхеты в Тбилиси. Мы посетили Уплисыхи, это древний пещерный город, который считается одним из первых городов Грузии. Более 7 сотен пещер было высечено в вулканических скалах где-то в начале первого тысячелетия до нашей эры. Город очень интересен тем, что здесь кипела жизнь на протяжении нескольких исторических и культурных эпох. И еще с древнейших времен на этом месте накопились многочисленные памятники культуры, архитектуры и религии. Люди жили здесь с незапамятных времен и вплоть до 19 века. И этот факт просто поражает.
keep searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Это храм Джварика. Сейчас мы видим город Мцхета. Вон там находится древний город. Это уже более новый. А слева у нас храм Джвари. Это главный храм Кавказского зодчества. Он защищается ЮНЕСКО. Так что нюню камушки доставать. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Сейчас мы находимся на месте слияния двух рек, Белой и Черной Аравии. И куда они текут? Я не знаю. Так, мы проехали уже примерно половину военно-грузинской дороги. Побывали в нескольких очень красивых местах. Но мне больше всего понравилось водохранилище, конечно же. Там такая лазурная вода. Кстати, нам очень повезло, потому что она не всегда такая, иногда она серая, весной обычно, а летом все зеленое, такое красивое, сочное. Только что ехали еще, дорогу переходило стадо коров. Короче, их разогнали, одна корова даже лизнула нам машину, так носиком прикоснулась. Я немножко испугалась, думала, может она рогом поцарапает. Вот. А так мы едем, у нас кабриолет. Кабриолет. Уи! В общем, все круто. И нереальные виды, мне кажется, это не забудется. Такая природа красивая. А еще нам повезло с погодой. Сегодня, в принципе, и солнечно, но не критично жарко. По ветру тоже нормально. Так что я думаю, мы запомним этот день надолго. Зайка, как тебе путешествие? Как тебе за рулем этой крутой малышки? Хорошо, все. Тебе нравится? Да. А я не узнаю, как за рулем крутой малышки, потому что мы не оформили услугу второй водитель. Почему-то. Зачем? Короче, у нас есть практичные люди и люди-хотелки, поэтому у нас нет второго водителя. Even more than anyone that you adore, and love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love
Есть. Ой, это классно, вообще не страшно. Очень комфортабельно, как будто ты сидишь просто в кресле и так... Ты вот так и все? Да, тебя, наверное, жестко покатали. У меня инструктор, короче, постоянно пел какую-то грузинскую песню, я думаю, для успокоения. Ну, чтобы ты понимала, вы летали раза в 2 больше, чем мы. Ровно 6 минут летали. Очень, очень быстро. Да? Да. И мы так летали, что мне укачало уже через минуту. У меня, наверное, как девочка, он так... Я просто вот так мы Но делали. у вас не было никаких вот таких прыжков, перепадов? Один раз. Это чуть-чуть. А, у нас постоянно. У нас чуть-чуть так, как будто мы вниз ушли. Короче, меня уболтало, я думал, кейбап у меня выйдет. Так что я рад даже, что оно так быстро закончилось. А я вообще не заметила, как мы... Да, ну вы минут 15 летали. Мне казалось 5. Не, вы 15 минут, а мы вот 6 минут полетали. Вот такие дела. Тебе понравилось? Да. Виды крутые. Я даже GoPro, я сделала несколько видосиков, потому что, короче, выключала, наслаждалась видом. Ага. Мы, кстати, потом на водопое коровки. Да. Так они вот такого размера, кажется, как мурашки. Я не знаю, какая здесь высота. У тебя шлем забрали? Да. Я не понимаю, что это шлем поставить. Я не понимаю. Open the doors to the palace. I'll be there for you. Open the doors to the garden. Open the doors to the palace. I'll be there for you. Open the doors to the garden. Когда ты едешь, вроде все нормально. Потом ты видишь вот такую яму и думаешь, что не проедешь. Я не знаю, что мы сейчас будем делать. Нам остался час до места нашей остановки. Но в объезд это еще плюс 3 часа. И, короче, непонятно. Это у нас короткая дорога с откуда? С Грузинской до Кахетии. до Кахетии. То есть, чтобы не объезжать через Тбилиси, была более короткая. Ну, на 2 часа короче. Но не получилось. Да. В общем, вот такая дорога. Ну, в принципе, еще сносная. Бывают разные. Были, правда, уже и броды, мы забыли совершенно, что надо было их снять. Мы просто растерялись. Да, еще не блогеры. Вот. Ну, пока вот так плетемся. При том, что здесь еще вот хороший участочек. На некоторых участочках мы нормально так черпаем, нищим. Но в принципе здесь машинки такие же маленькие ездят. Короткую дорогу надо было еще короче. Да, была, правда, еще короче дорога, но, к сожалению, мы вам ее уже не покажем. Такая под уклоном градусов 45 вниз она начиналась. Мне кажется, зимой ее используют как спуск для лыжников. Nie poczepił się, ty pojeździł.
Мы сейчас находимся возле монастыря Алаверди. Он был основан в середине VI века. В XI веке был построен главный храм, но где-то в 17 или 18 веке было землетрясение, и все разрушилось, осталось буквально немного фундамента. И потом все отреставрировали, сейчас высота главного храма 50 метров. Где мы находимся? Мы находимся в доме-музее Ильи Чавчавадзе, известного писателя Грузии. Да. Мгм. Мы пойдем куда? На экскурсию по его дому, А еще? в винное хранилище, на дегустацию. Так пройдемте же скорее. Скорее придемте. Пойдемте. А, мы идем? Да. Последуем длинными коридорами в подземелье этого дома. Хватит позировать, это не фото. Неплохо. Что у нас ручки тут трясутся? Паспорту. Где наши ключи? Нужно грести золото. Можно грести отсюда. Друзья, первое вино Кацачелик Феври, белое сухое вино, которое готовится по грузинской традиционной технологии в глиняном кувшине. Пожалуйста, урожай 2013 года, и здесь 13% крепости. Вино янтарного цвета с золотыми отблесками. Здесь вы почувствуете аромат сушеных трав, попробуйте. Угу. По вкусу почувствуйте вкус сухофруктов, особенно вкус сушеной груши, кураги чувствуете здесь, и проглотил глоточек, также чувствуется терпкость за счет танинов, которые в косточках содержатся. Белое сухое вино в Грузии считается универсальным вином, можно как с белыми, так и с красными мясными блюдами пить, но так рекомендовано пить с пирогом, с курицей, с рыбой. С грибами очень приятно пить, с сырами также приятно пить. Обязательно пить охлажденный при температуре от 10 до 13 градусов. Да. Пробуйте.
Немного у нас киси полусладкая, киси редкий капризный сорт винограда, на грани вымирания. В данный момент всего на 10 гектаров земли у нас сорт киси в таком малом количестве, что вино из этого сорта никуда не идет на экспорт. Это белое полусладкое вино готовится по европейской технологии. Здесь вы почувствуете аромат цитруса, вкус тропических фруктов чувствуете здесь, особенно вкус манго, ананаса вы почувствуете здесь. Это вино приятно пить с десертами, с фруктами. Очень вкусно. А за счет чего этот вкус манго? Природный вкус. Природный вкус? Да. Сапхирави квеври, красное сухое вино, которое готовится по грузинской традиционной технологии в глиняном кувшине. Урожай 2013 года, и здесь 13,5% крепости. Ну, такое тебе понравилось, да? Терпкое. Тоже вкусно. Здесь уже чернослива, черная смородина чувствуется, и проводил глоточек, терпкость также чувствуется. Да. Это вино приятно пить с шашлыком, с красными мясными жареными блюдами, пить при комнатной температуре. Вот такое оно должно Да. быть, да? А то я думаю, оно такое теплое. Интересно. И кинзмараули полусладкое. Фиолетовое вино, спелые лесные ягоды чувствуются здесь, ежевика, малина чувствуется. Это вино приятно пить с десертами, с фруктами. И пить при комнатной, то есть рекомендовано при комнатной температуре пить, но охлажденный намного раз вкуснее, особенно летом. Это полусладкое. Это полусладкое. Вот это вкусное тоже. А вот это киси, оно тоже полусладкое? Да, тоже полусладкое киси. Это один из наших Отель. следующих отелей. Мраморные столы. Но это все общая комната, это не наша комната. То есть там есть первый этаж, то есть с ресепшеном. Дальше идет выход на улицу. Здесь как бы зона отдыха. Здесь как бы спальня есть. Здесь ключик, то есть зона отдыха еще одна. Это каминная. И самое интересное. Это все терраса. Добро пожаловать. Смотрите, какой у нас номер. Очень круто. А пойдемте, я вам еще что-то покажу. Красота. Бассейн. Диванчик такой.
где-то в Италии. Такие красивые дома, крыши, брусчаточка. Смотрите, как все выглядит. К сожалению, нам не сильно повезло с погодой. И сейчас просто ужасный ливень. Мы час кушали, думали, он хотя бы станет слабее. На самом деле он только сильнее и сильнее был. Но город очень красивый, он находится на горе немножко. И вид открывается божественный. Наверное. Да не, ну было же видно немножко. Короче, у нас дорога сейчас жесть просто. Вот это так смывает воду. Здесь очень большой дождь. Град был недавно. Просто реки воды. Видимость очень плохая. Но мы по чуть-чуть плохой. Вот еще так смывает. Это желтое пятно. Как кофе полилось. Самое интересное, что мы еще поднимаемся, не спускаемся. Боже, какой кошмар. О! А сейчас вообще жесть. Просто потоки грязи. Я не уверен, что мы тут проедем. Я не знаю, как мы проедем. Может, я выйду посмотрю? А если быстро? Нет? Но его развернуло. Слушай, какой кошмар. Я не знаю, что делать. Еще град начал. Давай, малышка. Спрятаться обратно. Мы прячемся от градов, потому что нашу машину может просто разбить. Боже, какой кошмар. Зай, как ты думаешь, мы нормально? Да. Да. Ну, сейчас подождем немножко. Град, думаю, уйдет. И поедем дальше уже нормально. Так, мы уже приехали в аэропорт Тбилиси. Через 2 часа у нас рейс, а через 4 мы уже будем дома. Ну что, как тебе ощущения от города, Хорошо. от страны? Хорошо. Кто же хочет домой? Хорошо. Хорошо хочет домой. Мне тоже все очень понравилось. У меня просто был классный партнер по путешествию. Так что мне повезло. Да. Повезло. Что да. Тебе повезло. А тебе нет. А это, кстати, абрикосы, которые мне вчера бесплатно мужик дал. Ну так, чисто. Терпишь. Ну, я до Украины терплю, чтобы их доездил. Ты реально самолет посмотришь? Ну, думаю, что Хорошо. они зеленые. Следующее включение будет, я покажу, как Они доехали. как кто-то, да, съел эти и будет в очереди стоять в самолете. Еще 2 часа, я могу их помыть и съесть. А что сразу стоять в очереди? Там очереди не будет. Так, пойдем. Вон.